Открываю эту упаковку Так. и сразу мясо в гриле. Возможно заражение рядом инфекций. В первую очередь, самое частое, что на слуху, сальмонеллез. Сколько минут нужно курица, сколько минут свинину и сколько минут рыбу. Она обязательно должна быть приготовлена от начала и до конца. Мясо надо промывать. Ну как же, там же все соус, все специи. Максимально желательно, чтобы прожарка была хотя бы medium well. Всем привет! Добро пожаловать в новый выпуск моего подкаста. И сегодня у меня в гостях замечательный врач и мой близкий друг Никита Александрович Киселев. Очень рад быть на этом подкасте. Сегодня мы обсудим с Никитой важнейшую тему – инфекции, которые вы можете найти в вашей еде. Опасность шашлыков, непрожаренные стейки, суши, немытые фрукты и овощи и много-много другое. Я купил мясо в супермаркет, приехал домой. Первое дело, что я делаю – открываю эту упаковку и сразу мясо в гриле. Правильно или неправильно? Потому что я слышу, что некоторые людей говорят, что мясо надо промывать. Ну как же, там же все соус, все специи до шашлыка. Надо промыть или нет? Опять же, зависит от конкретного производителя, от конкретного мяса. А как это в большинстве случаев, опять же, если мясо куплено в гипермаркете, Так. там, не знаю, уже обработанное, уже полностью промытое там, со всеми соусами. Типа готово для шашлыков, например. Да. Все-таки обычно за этим гораздо тверже следят. Они должны пройти полностью подготовку уже заранее на заводе, на мясокомбинате. Когда они все это подготовят, они тогда все промывают. То есть в этом ситуации не стоит бояться. Можно меньше гораздо. Опасения сохраняются. Опять же, к сожалению, всегда можно столкнуться с недобросовестным производителем. Ну, конечно. Различные, возможно, конкретные ситуации, не знаю, халатность на производстве или различные другие ситуации, когда, не знаю, конкретная смена неправильно что-либо сделала. Чтобы перебдеть и перекрыть все риски, да, стоит промыть уже мясо купленное от различных то, что может быть на поверхности, и полностью правильно его приготовить с правильной температурой, с правильной длительностью. Окей. Тогда давайте разберемся, как правильно это шашлык делать. Сколько минут нужно курица, сколько минут свинину и сколько минут рыбу. Если говорим про инфекции или паразитов, в данном конкретном случае, всегда нужно обговорить конкретный продукт и его обработку отдельно. Возьмем, не знаю, курицу. Возможно заражение рядом инфекций. В первую очередь, самое частое, что на слуху, сальмонеллез. Опять же, промыть поверхностно, чтобы смыть различные возможности, что попало во время перевозки, например, или хранения на складе. И дальше, возможно, или гриль, или шашлык. При этом мясо должно быть в любом случае, вне зависимости от курицы или говядина, приготовлено полностью. Это сколько минут примерно, если гриль барбекю? Очень разно. Ну, конечно, понятно, зависит от какой огонь, температура. Какие материалы. Но как это понять хотя бы? Я посмотрю на курицу и вижу, что типа готово, я вообще не понимаю. Опять же, всегда можно... Я всегда по интуиции. Ну, можно, конечно, и интуиция, если она у вас хорошо развита. Но самый стандартный метод все-таки, опять же, взять ножичек, подрезать мясо и заглянуть внутрь. Правильно, насколько оно приготовлено внутри. Можно, опять же, поднадавливать, опять же, различными приборами вместе, насколько оно плотным стало. Дополнительно будет показано, опять же, насколько оно прожарилось. Оно должно быть прожарено полностью, и даже полностью прожаренное желательно продержать некоторое время, понятное дело, не до полной сухости, тогда оно будет невкусным, но несколько дольше подержать. Особенно, если мы говорим про свинину. Она обязательно должна быть приготовлена от начала и до конца. С говядиной можно чуть, опять же, быть более спокойным. В данном случае и любые заболевания или паразиты, которые обитают в говядине, менее устойчивы. То есть я знаю, что много людей любят мясо с кровью. Да? Я, например, не могу. Я всегда заказываю это well done. Я не знаю. У меня родители просто научили меня, что всегда нужно хорошо. У нас в Бразилии прям все очень боятся сальмонеллы, заболевания, поэтому мы очень осторожно относимся к еде. И у нас не принято. Я не помню даже в своей семье кто-то, который карпаччо ел. Я никогда не видел. Я видел карпаччо, когда приехал в Россию. У нас вообще сырое мясо мы не едим. У нас такая традиция, такая культура. Окей, людей, которые любят карпаччо, либо мясо с кровью. Какие опасности здесь? Здесь нужно посмотреть по тому, какое было выполнено мясо. Если мы говорим про говядину, здесь максимально желательно, чтобы прожарка была хотя бы medium well. В таком случае вероятность всех заболеваний резко снижена. А если нет, какие заболевания могут быть? Если мы говорим про паразитозы, то это бычий цепень, а также, возможно, опять же, в зависимости от того, какие бактерии попали на поверхность. Поверхностные, понятное дело, температурную обработку выдерживают гораздо меньше. Если мы говорим про паразитов, им нужно вот как раз именно подольше подержаться, чтобы лучше приготовилось. Если мы говорим про более, скажем так, сочные другие стейки, менее прожаренные, в фирменных ресторанах все-таки вероятность заражения
очень мала. Обычно они заказывают из проверенных источников, там, с каких-нибудь личных ферм, которые постоянные поставщики, у которых постоянный твердый контроль. Обязательно каждая поставка, каждая партия проходит обследование. Каждое животное там обследуется. Если хотя бы один кусок мяса будет выявлен с таким паразитом или еще чем-нибудь, вся партия забраковывается и обследуется или удаляется с производства, или, опять же, различным обязательным образом обрабатывается для того, чтобы это мясо не могло в дальнейшем заразить другого человека. Поэтому вот именно такое мясо обычно используется в ресторанах, где используются более сырые продукты, что делает вероятность заражения значительно меньшим, но не нулевым. В данном случае более опасным даже является покупка такого сырого мяса из фермерских хозяйств. Никто не знает, как это животное росло. Никто не знает, какие, опять же, там, использовались корма, контактировало ли оно, там, не знаю, с дикими источниками воды, с другими животными, с дикими животными. Возможно, было заражение другими паразитозами, которые могут быть. Поэтому здесь стоит быть всегда настороженнее и приготавливать такое мясо гораздо тщательнее. Окей. Я думаю, что мы забыли про рыбу говорить, да? Как долго. Я вообще всегда забиваю по рыбе, потому что много даже не знаю, у меня аллергия на морепродукты. Я никогда в жизни не ел рыбу, суши, ничего из моря вообще-то. Устрицы, ничего. У меня такая сильная аллергия, что я запах чувствую, мне сразу плохо. Поэтому я даже не знаю, какой вкус у рыбы. Ну, не будем пропускать все равно. Да. Так, про рыбу. Как долго надо его готовить, чтобы было максимально безопасно? Опять же, зависит очень от конкретной рыбы. Если мы говорим про какую-нибудь, не знаю, морскую выловленную рыбу, еще что-нибудь, обычно при доставке ее замораживают. Так. При длительной заморозке, при достаточно низких температурах, даже там морские паразиты или еще другие не выживают. Такая рыба достаточно безопасна для дальнейшего использования. Если мы говорим про свежевыловленную... ловил его, на шашлык. Провели рыбалку, только вот здесь вот на речке, на озере выловили. В таком случае стоит ее тщательно проваривать для ухи, если используется, опять же, длительно, более 20, 30, 40 минут. Если мы говорим про пироги, это вплоть до часа приготовки. Если мы говорим про рыбные там, стейки, еще что-нибудь, не менее получаса. Так, а какие заболевания можно получить, если не приготовили правильно? Если говорить про то, что больше на слуху, то есть про широкий линтез, тоже можно получить. Опять же, не столь часто встречается. До 100 случаев в год в России, по всей стране. Но, опять же, это тот самый опасный паразит, который обитает в кишечнике, который достигает 10 метров в длину. Все его знают, все он у всех на слуху. Да. Его как раз можно получить от рыб. То, что менее на слуху, но является более даже по факту распространенным, особенно у коренных народов, это апистохоз. Это паразит, который обитает в желчевыводящих путях, который достигает, на самом деле, он достаточно небольшой, сантиметр с небольшим в длину. Но этот печёночный паразит обитает в протоках и может вызывать их повреждения. Он в них сидит годами, вплоть до 20 лет. И при этом вызывает различные другие поражения вплоть печени, до гепатита, до цирроза, а также из-за повреждения постоянного желчевыводящих путей может вызывать рак этих протоков. Собственно, доказано, что у коренных народов Сибири, которые обитают по берегам рек Обь и Иртыш, у которых есть регулярно национальные блюда, которые рыба недостаточно приготовленная, выявляемость раков желчевыводящих путей, холангиокарцином, в 20-25 раз выше, чем по всей стране России. Интересно. Так, а какие тогда опасны суши? Суши же, по-моему, все сырой, да? Извини, я реально никогда не ел это. Но я как понимаю, это сырая рыба. Тогда здесь очень опасно, нет? Теоретически, да. На практике, к счастью, эта рыба всегда проходит, опять же, такой же очень тщательное исследование. При этом эта рыба всегда выращивается в определенных чеках, в определенных условиях. Это не дикая рыба, которую выловили сейчас в реке. Она именно вот для суши всегда выращивается в определенных условиях. В них всегда очень четко отслеживается, могло ли попасть что-либо в рыбу, в каких условиях она растет, чем она кормится. И каждая партия также тщательно обследуется, чтобы в ней не было никаких возможных паразитов. Если что-нибудь выявляется, опять же, никуда ничто не отправляется. Но легко лечится вот этот паразит, который, если кого-то попадет. Опять же, если... Какие симптомы, например, человек ел рыбу, например, а как он понимает, что типа он заразил? И когда стоит ему обратиться к врачу? Тоже, опять же, очень частая история бессимптомная. Даже когда первичное заражение, может быть, не быть никаких симптомов, и в дальнейшем без каких-либо симптомов может течь годами, вплоть до каких-нибудь более тяжелых случаев с осложнениями. Если первично все-таки симптомы появляются, чаще всего это в какую-нибудь аллергическую сторону. Опять же, инвазия таких крупных организмов вызывает активный ответ. Это, возможно, различные, не знаю,
крапивницы, это, возможно, необъяснимый кашель, возможно, различные нарушения пищеварения в сторону диареи, в сторону тошноты необъяснимой, боли в верхней части живота. И дальше, опять же, каждый отдельный паразит может вызывать определенные нарушения. Опять же, смотря в какой части он обитает кишечника. Или не кишечника, если это внекишечные паразиты. В данном случае стоит вспомнить трихинеллез. Опять же, тоже очень редкий паразит. Встречается вплоть до 15 случаев по всей стране за год. Чаще всего им заражается из мяса диких животных. Там медвежатина, кабанятина, мясо лося. Его особенность в том, что его взрослые формы, да, обитают в кишечнике, спариваются, а личинки в дальнейшем должны отложиться в мясо, чтобы заразить дальше следующих возможных своих жертв. У человека, соответственно, эти личинки отходят в различные мышцы. Там, не знаю, мышцы языка, дыхательные мышцы, миокард, мышцы любых других локализаций. Там откладываются, вызывая выраженную боль этих мышц, нарушение этих мышц. И, соответственно, если это массовое заражение происходит, особенно мышц дыхательных или миокарда, возможно, даже летальные исходы. Продолжаем тогда по шашлыку. Вот. На шашлык, холодные напитки. Так. И вот мясо пожарили, да, как ты сказал. Да. Окей, все окей. Я положил мясо в тарелку, вот, и все здесь сидим, вся семья, на дачу, все открыто. И естественно, что могут нам, не могут, а бывает даже часто, что муха села на мясо, там, на секунду, я вот так делал, вот, Что делать? Мясо надо промыть или нет? Все желательнее промыть. Серьезно? Желательно, да. Ну, там же все соль, специи, там все готово, мясо горячее. Очень жаль, но, опять же, Ничего к себе. сожалению, мухи или любые другие насекомые на своих лапках могут принести этих возбудителей. А вы промываете мясо после мухи, потому что в дачный сезон, вы понимаете, это бывает и Я понимаю, ничего опять же, себе. всегда это вопрос вероятности. Да, я в шоке. Но, опять же, почему эти все инфекции называются фекально-оральными? Что очень многие возбудители, там, сальмонеллеза, ротавируса, норовируса, любых других возбудителей выделяются с фекалий. Эти насекомые могли сесть на эти самые фекалии, получить на свои лапки этих возбудителей, прилететь на еду, ей поесть и на лапках оставить на поверхности мяса этих возбудителей. Да, не факт, что их будет достаточное количество для вашего заражения, но легкое несварение точно получите. Понятно. А возможно и полноценные заболевания, в зависимости, опять же, от того, какое количество возбудителя будет на конкретном мясе. Поэтому... Блин, я сейчас буду кушать шашлыков только внутри дома уже, потому что на улице, да и мухи же везде, там, кальмари, там, все. Это, особенно дачный сезон, летом, это просто невозможно, чтобы, не знаю, как эта сетка купить, чтобы, типа, на дачу. Опять же, да, так будет безопаснее. Да, лучше, наверное. Лучше сделать так, опять же, если мы говорим... Либо домой, внутри максимальной дома. Безопасности. Да. Понимаю весь этот шик-лоск в том, чтобы сделать шашлык и тут же его на улице съесть. Конечно. Но летом это чуть более же. рискованно. Понятно. Опять же, всегда вопрос того, как вы относитесь к этим рискам. Да, у многих там этот организм, опять же, справится с этими бактериями, даже если они попали, переварит. Но не у всех. Каждый разный, да, люди каждый разные. раз, особенно если это разные. Да. Про детей или пожилых людей. Да, у них всегда тяжелее будет течь. Или про людей с иммунодефицитом. Окей. Что ты скажешь про шаурму на улице? Опасно или нет? Шаурма — это всегда рулетка. Никогда не узнаешь, насколько будет. Это точно, да. Но зато так вкусно будет. Опять же, на современном этапе большинство все-таки производителей больше следят за тем, откуда они берут это мясо. То, насколько оно эффективно прошло. Плюс, опять же, им сейчас эффективнее закупать его не на ферме, а централизованно, чтобы, опять же, был постоянный поток. Такое мясо все-таки проходит большую проверку и более безопасно. Но никогда не знаешь все-таки, откуда они закупили. Так, какие инфекции можем получить от немытых овощей и фруктов? И какие фрукты вообще надо всегда помыть? Мыть надо все. Все овощи, все фрукты, всю зелень. Какие инфекции, опять же, все передаются фекально-моральным путем. Почему? Потому что на их поверхность могла попасть вода, которая была загрязнена фекалиями. Могли пересесть все те же насекомые. Опять же, сначала прилететь на фекалии, потом сесть на эти овощи, фрукты, потом улететь куда-нибудь снова по своим делам. Понятно. И снова отложить, опять же, на поверхность или овощей, или овощей, или фруктов, или зелени этих самых бактерий или возбудителей иных инфекций. Третье. Возможно, какие-нибудь домашние животные, не знаю, те же кошки, просто проходили рядом, там, не знаю, в этой воде сначала покупались или там просто в нее попали, а потом на шерсти просто, проходя мимо, у них были на поверхности эти самые бактерии. Они задели эти овощи, фрукты и на них оставили. Что еще возможно? Здесь более даже опасным являются такие инфекции, как иерсиниоз,
Такая кишечная инфекция с очень частыми системными проявлениями, с поражением печени, с поражением иных органов, а также, опять же, все остальные фекально-оральным путем, начиная от того же сальмонеллеза, заканчивая обычными ОКИ, то есть острыми кишечными инфекциями. Видел так в супермаркете, который ты покупаешь салат, который все написано уже мыто, уже не надо мыть дома. Ты доверяешь, что это надо все-таки? Я все равно промою. Да, правильно, да, я тоже так думаю, что лучше. Вопрос всегда... Потому что никогда реально не понимаешь, как это было, что было, как это было промыто. Вот, во-первых, не знаешь, как промыто, во-вторых, так во время транспортировки что же могло что-нибудь попасть, поэтому еще раз промыть лишним не будет. Да, согласен. А какие продукты более опасны, чтобы для получения таких кишечных инфекций? Ну, опять же, если мы не говорим про неприготовленное мясо, там, непромытые овощи, фрукты, стоит всегда вспомнить о сырых яйцах. То есть всегда классический, типичный пример, там, в вузах там учат, там, все задачи их используют, если человек там по утрам выпивает по 2 сырых яйца. Всегда прямой путь к сальмонеллезу. Вот, опять же, бактерии могут содержаться или на поверхности этих скорлупы, и все равно, опять же, при открытии возможные попадания или внутрь самого яйца, или на рот, также они могут содержаться и внутри, если яйца неправильно хранились и уже были испорчены. В таком плане вот это, пожалуй, одно из самых опасных в развитии потом даже генерализованного сальмонеллеза. Правильно. Так, еще у меня вопрос по поводу вакцинации. Например, какие вакцинации надо делать перед какой-то поездкой? Вот, людей, которые... Либо, может быть, давай сделаем так. Сейчас есть у нас зрители, которые летают в Азию, на Бали, на Пхукет, в Таиланд, не знаю, какая-то зона, которая более опасна. Какие твои рекомендации? Почему должен человек приходить к тебе? Опять же, всегда каждая отдельная страна, отдельный случай. Конечно, да. Если вспоминать про обязательное, это вот желтая лихорадка в большинство стран Центральной Африки и в большинство стран Латинской Америки. Также из обязательных введена в Саудовской Аравии. На хадж они всегда требуют выполнения вакцинации от менингококковой инфекции. Во все остальные страны таких жестких требований нету, но всегда стоит учитывать то, что есть большое количество инфекций, которые встречаются там. Более легче переносятся местным населением, потому что они или вакцинированы, или уже когда-либо в детстве перенесли. Поэтому легче переносятся. А мы никогда с ними не контактировали. Мы можем заболеть, перенести гораздо тяжелее. Или очень сильно испортить отпуск, заболев лишний раз, или даже вплоть до летальных исходов, если мы говорим о какой-нибудь, не знаю, малярии. Поэтому в каждое отдельное путешествие требует заранее посмотреть, какие заболевания есть в этом конкретном регионе. Можно это сделать на определенных специальных сайтах. В первую очередь CDC Travel. Набиваешь там страну и сразу видишь, какие вакцинации нужно. Да. Там, опять же, есть все страны мира. Всегда можно посмотреть, какие есть угрозы, какие есть вспышки. Даже европейские там страна, я все видел. Это не только там Африка, Азия, кто думает, там все есть. Абсолютно все страны мира там описаны. Потому что, опять же, вспышки заболеваний бывают не только в этих странах, но и, например, то есть из того, что недавно смотрел, вспышка полиомиелита в Испании. Да. Даже туда стоит выполнить эту вакцину. В остальном, опять же, каждое отдельное направление требует отдельного рассмотрения. Если мы берем, не знаю, Индонезию, стоит подумать о вакцинации от брюшного тифа, о вакцинации от гепатита А, о вакцинации от различных более редко встречающихся инфекций, о профилактике малярии. Если вы едете в более сельские регионы, а не на те же Бали, то есть если вы задержитесь там, то там малярии нет, там опять же, контроля гораздо больше. Если вы собираетесь выезжать на Суматру, на Борнео, куда-нибудь более сельские регионы по другим любым причинам, тогда все-таки стоит обсудить с инфекционистом, как стоит профилактировать малярию, потому что это делается отдельными препаратами даже, а не вакциной. Вот, например, я заказал еду, доставку. Так. Да? Допустим, что типа это было уже поздно, и я съел там половину, она еще горячая, еда. Да. А я же собираюсь спать. Что мне делать? Я оставлю эту еда на следующий день, чтобы положить ее в холодильник. И либо я все-таки положу ее в контейнер, даже горячий, и положу сразу в холодильник. Что мне здесь делать? Ну, опять же, всегда, лучше сохранить ее в контейнере, в холодильнике. Даже если она горячая, что? Да, лучше так. Это лучше на следующий день. Да, опять же, так лучше сохраняется, так меньше вероятность того, чтобы в теплых условиях развились какие-либо микроорганизмы, которые могли попасть там из воздуха, с окружающих тканей, там, самого стола. Опять же, шансов просто меньше. То есть на следующий день еда не оставляем? Лучше не надо. Опять же, вопрос рисков можно оставить, но рискуете. Ну да, понятно. Дальше поступайте как знаете. А какие особенные еда, типа вообще, типа есть разница, например, между суп
либо между горячим блюдом, либо между салатов. Сколько времени можно ограничить ее без холодильника, чтобы разница есть. Опять же, там блюда, в которых содержатся, не знаю, там, молочные какие-то блюда, или различные салаты с майонезом, или супы открыто стоящие, как правило, меньше хранятся. Это примерно сколько? Сколько максимум могу держать еды без холодильника? Опять же, очень по-разному зависит. В зависимости от того, как приготовлено, какие обстоятельства, какая температура, какая погода на улице даже может быть. Важно. Есть ли доступ насекомых, есть ли доступ, там, не знаю, там, какой посудой пользовались. Опять же, там, если одним и тем же половником, там, если залезают в ту же кастрюлю, давайте, например, я суп приготовил. Да. Он пока горячий, да, остыть все равно нужен. Да, конечно. Сколько часов могу держать его и не положить в холодильник? Несколько часов вполне себе можно. Окей, то есть это не принципиально прямо 2 часа? Нет. Твердых там замеров, что нужно стоять секундомером, отмерять, сколько нужно ждать, такого нет. Но, да, главное, чтобы не было на следующий день. Да. И, конечно, там, сразу с пылу жару его ставить в холодильник тоже не нужно. Сам холодильник испортить. Так, Никита, сейчас у нас будет блиц-опрос. Мы собирались вопросы из наших зрителей, и ты скажешь да, нет, или если будет какой-то комментарий. Да, конечно. Okay? Если стояла на жаре более 2 часов, и ее нужно выбрасывать. Опять же, зависит от конкретного случая. Смотря какая еда, смотря какие обстоятельства. Если там, опять же, ее облепили насекомые, тогда, да, лучше ее не использовать. Если она была накрыта там контейнером и просто в нем стояла, а что с ней-то будет? Комары могут переносить не только малярию, но и вирусные заболевания. Да, комары могут переносить вирусные заболевания, такие как, например, лихорадка Денге, очень на слуху сейчас, особенно у путешествующих в Таиланд или в Индонезию. Очень много денег. Но на самом деле я думаю, что я знаю очень много людей, которые заболели Денге в моей семье, прямо каждый третий. Это просто... Достаточно частое заболевание. Очень часто, да. При этом комары могут быть переносчиками не только вирусных инфекций, но и паразитозов. То есть очень такие... по крайней мере, у паразитологов-инфекционистов на слуху, такие как вухериоз, заболевание, которое переносится комарами, которое паразит, сам себе червь, обитает в дальнейшем в лимфатических сосудах и вызывает, может, вплоть до слоновости, когда одна из ног очень сильно увеличивается. Я думаю, сейчас здесь будет появиться какая-нибудь картинка, которая показывает, как это выглядит для вашего запугивания. Но, опять же, здесь стоит подуспокоить, что такие заболевания чаще все-таки встречаются в тропическом поясе, в Африке. Из того, что встречается в России, все-таки тоже есть заболевания, которые переносятся комарами, паразитоз. Он называется дирофилариоз. Тоже, опять же, в последнее время несколько было случаев, и в Подмосковье, и в Крыму. Сам по себе дирофилариоз — это паразит собак. Ничего себе. То есть эти паразиты у них сидят в легких или даже в сердце. В дальнейшем, опять же, комар кусает собаку, заражается личинками, летит дальше искать новую жертву и находит человека, кусает его. А сами паразиты крайне не подготовлены к обитанию в организме человека. Большинство из них погибнет тут же, в коже, из-за действия иммунитета, нашей собственной защиты. Но у некоторых, опять же, в России это вплоть, то есть самая эпидемия была, когда 50 случаев в год. В последнее время это в районе 10-15 по всей стране. Когда этот паразит все-таки сохраняет жизнедеятельность и развивается дальше, там не переходит в дальнейшие органы, но остается подкожно. В таком случае образуется небольшая такая возвышение, которое можно как кисту принять или что-то непонятное, но которое, в отличие от них, постепенно смещается в другие области. То есть даже, опять же, случаи из практики, пациентка есть, которая была у меня на приеме, которая считала, то есть ей сказали другие врачи, что ей все-таки стоит обратиться к психиатру, потому что, не может это образование под кожей двигаться. Провели в дальнейшем операцию, это оказался все-таки действительно этот паразит. Розовое мясо внутри — это нормально и безопасно? Нет, вот как раз такое мясо гораздо более опасно в заражении паразитами. В первую очередь, опять же, тем же широким лентецом, тем же бычьим или свиным цепнем, с возможностью, опять же, всех тех же осложнений. Сальмонеллу можем получить только от мяса, овощи не опасны? Нет, все-таки, то есть, да, понятное дело, самым опасным является мясо, в первую очередь, мясо птиц, яйца, но если сами организмы, то есть эти организмы сальмонелла попали на овощи, фрукты, тоже возможно заражение. Да, это менее вероятно, более опасны другие возбудители, более вероятны, но шанс все равно есть. Мыть руки просто водой достаточно? Смотря, опять же, в каких обстоятельствах. Правильно. И как там грязно было. И смотря какой водой. То есть, если... И как грязно было руки тоже. Да. То есть, если вы пришли там с прогулки, всегда, да, понятное дело, руки с мылом стоит помыть.
И не стоит там использовать, не знаю, там, в путешествии, если вы там моете руки просто под ручьем, тоже возможно там, что в самой воде что-либо было, там, не знаю, выше по течению, которое вы не наблюдаете. Тоже, ну, случай не из моей практики, но знакомый врач-инфекционист рассказывал, что они вот путешествовали, были в походе в лесу, дошли до небольшого ручья, там, опять же, помыли руки, по его настоянию они там эту воду сначала набрали, вскипятили, приготовили, потом уже используют там для промывания, для умывания и для приготовки пищи. Они пошли вверх дальше по этому ручью и нашли труп лося, который лежал на этом ручье. Сами дальше думаете, что в воду могло попасть. Так, знакома такая ситуация. Вот, сейчас выпьем водку для профилактики. Ага. То есть водка способна обеззаразить испорченную еду. Нет, не способна. На самом деле, в данном плане можно подумать только о даже не все-таки защите, а снижении степени, ну, то есть выраженности заболевания только у ботулизма. Это бактерии, которые обитают, как правило, в неправильно хранившихся консервах. Как правило, какие-нибудь домашние, там, не знаю, грибы неправильно заготовленные, или неправильно заготовленная домашняя рыба, еще что-нибудь. В таком случае эти бактерии развиваются в этих самых консервах, никак не проявляя, не изменяя вкуса, там, не вызывая какого-нибудь бомбажа, то, что, опять же, тоже очень опасаются. В дальнейшем просто развивается резкое развитие неврологической симптоматики. Там, двоение в глазах, нарушение глотания, нарушение там, различных, там, потом и дыхания. И все это доказано, ну, то есть, опять же, даже эмпирически, степень, ну, то есть, гораздо медленнее развивается это заболевание на фоне приема алкоголя. Все остальное не защищает и не спасает. И в данном случае тоже и не спасает. Заболевание все равно разовьется. Все равно возможны летальные исходы. Все равно требуется госпитализация и прохождение специального лечения. Просто гораздо медленнее разовьется. И, возможно, ну, чуть полегче будет течь. Но не у всех и не всегда. Так, по поводу домашнего майонеза, безопасный магазин вам? Нет, опять же, домашний майонез всегда стоит посмотреть, в каких условиях хранился, из каких продуктов был приготовлен. Там, майонез, который вы покупаете в магазине, который там на заводе приготовлен, еще что-то, всегда проходит и обработку, и все продукты изначально заготавливались, проверялись, а домашний тоже, опять же, не знаете, как был приготовлен. Если сами готовили, да, опять же, сами тоже отследить, какие продукты использовали, в каких условиях вы все это сделали, и что на всех этапах приготовления не могло попасть каких-либо микроорганизмов, которые в дальнейшем могли остаться. Так, готовое мясо можно класть обратно в ту же тарелку, где лежало сырой. Я думаю, что это очень часто. Я думаю, что все так делали когда-нибудь в жизни. Вот вилку взяли сырое мясо, положили на гриле, мясо готовило, взяли ту же самую вилку, поставили в тарелку, потом идет вот это одно и то же. Сырой, готовый, всё, я понял, и на тарелку. Вообще-то можно это делать или нет? Да нежелательно. Опять же, на поверхности сырого мяса как раз могли находиться эти бактерии или другие микроорганизмы. То есть один вилка для такой, а другой вилка для такой. Вот. Все да. отдельно. Во-первых, разные тарелки, вилки и разные тарелки, потому что на поверхности тарелок могли остаться, на поверхности вилок могли остаться эти возбудители, а вилки-то и тарелки не прошли температурную обработку. И в дальнейшем, возможно, просто распространение на поверхности уже приготовленного мяса. Вы считаете, что все безопасно, а на деле-то нет. Самый распространенный диагноз у тебя не распространенный, а какой диагноз больше всего? Больше всего встречаешь? Да, встречаешь в своей практике. Ну, опять же, учитывая специализацию моей клиники и мою лично, это ВИЧ-инфекция, это вирусные гепатиты, в первую очередь Б и С, это различные герпесные инфекции, как генитальный, так и лабиальный герпес, а также вакцинации, в первую очередь путешественников тропических, но и все остальные случаи, когда там, не знаю, работодатель требует или требуется регулярная вакцинация, ну, то есть людям всегда стоит напоминать о том, что им следует ревакцинироваться от дифтерии столбняка раз в 10 лет. Очень многие об этом забывают, и во взрослом возрасте никогда эту вакцину не делают. Хотя стоит. Я тоже думаю, что разный район России встречаются тоже по-разному инфекции, правильно? Да, конечно. В частности, например, тот же условный клещевой энцефалит, вот клещевые инфекции тоже регулярно приходят, особенно вот сейчас вот летом, в весенне-осенний сезон, люди, которые пошли там на шашлыки или в поход, или еще что-нибудь, клещ присосался, нужно спасать. При этом, на самом деле, если мы говорим о клещевых инфекциях, тут тоже есть свое доксипеп. Условно. Ничего себе, так расскажи, опять я же, не знал. Есть такое заболевание, клещевой боррелиоз, она же болезнь Лайма. Ага. Это бактерия, которая обитает
в клеще и может передаваться при длительных укусах. Как правило, если клещ присосался на 24 часа и более. Как правило, считается, что хотя бы 36 часов в районе должно быть присасывание. Опять же, соответственно, здесь более опасны мелкие формы клещей, то есть нимфы, личинки, которые абсолютно микроскопические. Их можно обнаружить, но очень часто не замечают, представляют каким-нибудь прыщиком или точкой непонятной, которую после прогулки можно и не заметить. Они присосутся, насосутся, отдадут бактерию, отпадут по своим делам, а потом у человека заболевание. Если все-таки человек заметил на себе клеща, он может использовать все те же, в первые 72 часа. А вот при присасывании клеща 2 таблетки доцицеклина, которые на 70% снижают вероятность этих заболеваний. Да. В данном случае, то есть доказательств гораздо больше, и вопросов гораздо меньше. То есть в данном случае я регулярно назначаю это уже. Себе, это неожиданно. А это педикулез, вши, это уже больше наша кафедра, по-моему, больше, да. Дерматовенерология. Мы лечимся это часто. Ну да, это тоже инфекция считается, внешний паразитоз, но занимается дерматовенерологией. Мы занимаемся это, да. Никита Александрович Киселев, спасибо большое, что ты согласился. Спасибо, что пригласил. Спасибо. Посмотрим выпуск, будет очень интересный. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вы можете давать нам вопросы, будем отвечать. Обязательно. Ответим на все ваши вопросы. Да, пожалуйста. Проявляйте активность. Спасибо, что вы с нами.